Да, всем привет. Меня зовут Андрей Менда. Вообще я продакт. Я занимаюсь машинным обучением, но на самом деле не тем, про которую мы сейчас будем говорить. Я занимаюсь более классическим машинным обучением, которое про собрать большой датасет, что-нибудь натренировать и попытаться заработать с помощью каких-нибудь рекомендательных систем или оптимизации чего-нибудь денег. Но сегодня я буду рассказывать про, скажем так, про продуктовые, не про свою работу, а про продуктовые скиллы полезные. Вот, я последний доклад послушал. Это был, ну, довольно глубокий экскурс. Я бы сказал, что даже скорее для тех, кто в программировании довольно глубоко понимает. Я вам буду рассказывать, наверное, про более легкие подходы, которые подходят, ну, лучше подходят, если вы, на самом деле, с программированием пока еще особо не сталкивались или, на самом деле, не готовы, вот, там, типа, заниматься контекст-инжинирингом, думать про то, там, не знаю, какие библиотеки стоят и так далее, да, я расскажу про такие штуки, которые работают почти для всех. Я, в принципе, занимаюсь образованием продуктов. У меня есть такой проект Product Do, где мы учим всяким скиллам, например, там, проведению АБ-тестов, работой с аналитикой и так далее. Но из всех этих скиллов, которые за последнее время рассказывал, да, там, АБ-тесты, ну, круто, аналитика, да, здорово, но вот именно AI-прототипирование, которое на самом деле там прямую не относится к моей специализации, вот именно после этого я вижу самую, наверное, яркую реакцию сейчас людей. Еще не было такого, чтобы у меня был там живой вебинар, и кто-то там, не знаю, в середине не там чувствую, что потерял контакт, отключился человек, где-то там сидит у себя в мыслях, а в конце такой: «О, я только что завайп-кодил, это вообще», ну, в общем, почти все, ну не все, но очень многие что-то сразу делают. То есть это, если остались люди, которые еще вот реально не пробовали, то единственный совет, который я могу дать, это просто попробуйте. Вот возьмите любую идею, да, я сейчас покажу примерно вот с какой стороны можно начать, и вот прям возьмите и сразу, как только будет возможность, попробуйте, потому что это реально яркие эмоции, даже если это куда-то далеко не пойдет, я покажу, где это там даже, не знаю, в каких-то своих личных тулах это может сработать и вам помочь. А, Я очень большой сторонник того, чтобы все учились исключительно на каких-то реальных кейсах, да, то есть знания без применения их куда-то, они бессмысленны. Поэтому, собственно, и все образовательные курсы мы строим на том, что вот вы работаете с кейсом, поэтому и сейчас я буду использовать ту же технологию, тот же подход. И давайте в кейс. У меня была такая проблема, что я вот очень со многими людьми разговариваю про АБ-тесты, я много кого консультирую, объясняю им, что там, где стоит проводить тесты, где не стоит, объясняю там, как их правильно дизайнить. И у меня была проблема, что ну, там есть много внутренних тулов, есть там дорогостоящие тулы, но когда я с человеком разговариваю, еще у него под рукой никакого тула нету, мне очень трудно ему объяснить какие-то вот штуки. И поэтому я долго мучился, и мне приходилось, там, не знаю, в Excel что-то ему показывать. Но я понимал, что нету, ну, окей, нет хорошего общедоступного калькулятора, который на самом деле вот показывает АБ-тесты так, как они нужны продуктам. И в какой-то момент я сел на 20 минут с веб-кодинговой тулой, про которую сейчас расскажу, про Replit. Давайте я сразу покажу сначала, что получилось, а потом расскажу, как я к этому шел. Сейчас, я надеюсь, у меня есть права на то, чтобы экран шарить. Вроде бы, да. Давайте коротко про сам кейс. Допустим, вы продукт, и вы хотите быстро понять, имеет смысл проводить АБ-тест, нет, сколько, самое главное, времени на это потребуется. Что вы как продукт знаете про то место, где вы собираетесь проводить АБ-тест? Вы знаете, какой сейчас там трафик? Это важная переменная для АБ-тестов. Вот я тут для примера ввел 7000 человек. Давайте 5000 возьмем поскромнее. И какая у вас там сейчас конверсия? Например, 2%. Обычно вас еще спрашивают, окей, а там сколько твоя фича должна принести? Но я-то знаю, что продукты на самом деле никогда точно не знают, сколько их фича им принесет. Видно экран мой, да? Все хорошо, вы за мной можете Да, все следить. видно, все видно. Мгм. Да. Вот вы вводите какие-то данные про свою страничку, на которую вы как продукт собираетесь там какие-то изменения вносить.
А после этого я могу вам сразу показать и сказать, смотри, вот если ты хочешь там, не знаю, если ты будешь всего 3 недели проводить АБ-тест, то у тебя должно быть минимум 34% улучшения конверсии. Да, то есть у тебя конверсия повысится, должна повыситься до 2,7%, с 2 до 2,7. И это очень часто сразу продукты такие: нет, мое микроизменение, которое я планирую внести, оно даже близко мне настолько на 30% конверсию не поднимет. Оно может там, не знаю, на несколько процентов поднимет. Я ему показываю, что смотри, тогда тебе нужно их там 8-10 недель проводить, но это не рентабельно, тебе нужно искать более большие гипотезы. Это очень полезный тул оказался, и сделал я его буквально за 20 минут, просто описав тулу, чего я хочу, и потом несколько раз, вот как, чем мне очень нравится экспириенс вот с этими более легкими, более, скажем так, сами в себе тулами, что я просто сидел как разработчик, говорил: слушай, подожди, вот здесь ты поле не так сделал, или вот здесь какой-то ввод странный, давай поправим. Он такой: окей, я поправил. Нет, ты график при этом сломал, смотри, с графиком должно быть связано. Он такой: ладно, окей. Вот я посидел немножко, поговорил с тулом, как бы, и у меня получился готовый продукт, который вот его на конференциях упоминает, я слежу за трафиком, да, туда какие-то люди приходят, им пользуются. А заняло это все, какие-то смешные, на самом деле. Я очень долго думал, что вот поработать с каким-то разработчиком, сделать тул, потому что тул-то явно нужный. Но с AI это оказалось настолько просто и быстро, что, мне немножко снесло крышу, честно говоря. И надеюсь, вам снесет, когда вы попробуете что-то такое делать. А, Самое главное, что мне на самом деле не пришлось, даже вот, например, там здесь используются вычисления довольно сложные статистические, которые говорят о том, как связан, например, размер выборки с тем, какой эффект мы сможем померить. Мне не пришлось ничего это там находить формулы, искать. Я просто сказал: я хочу калькулятор, вот он так будет устроен. Тул нашел все это, реализовал. Я сверил с другими тулами, которым я заведомо верю, увидел, что все сходится, все замечательно. То есть отдельное, вот Глеб показывал, да, как можно там условно глубоко работать, проникая в код, более детально, скажем так, говорить, что ты хочешь, более специфично. Вот тулы, которые более легкие, я сегодня буду говорить про реплит в основном, они на самом деле офигенно схватывают задачу с одной, с очень маленького промпта, да, с очень как бы короткого описания. Например, вы можете там, вот что я рекомендую попробовать первым делом, если у вас никакой идеи нет, да, это попросить его сделать тул для туду листа. Вот просто говорю: я хочу туду. Он настолько хорошо как бы может из интернетика узнать, о чем вообще в туду бывает, что первый же его какой-то прототип, он будет очень близко к тому, что вы хотите. И дальше вы какими-то микроизменениями уже доведете его до нужного. Но вам не надо расписывать, что там должны быть задачки должны двигаться, у задачки там должна быть, не знаю, дата, что-нибудь еще. Он очень много всего угадает. Я на самом деле чаще, когда работаю с этим тулом, я наоборот, мне приходится ограничивать его, говорить: вот это не делай, это не делай, это не делай. Он очень много чего додумывает, как бы, и чтобы вот сэкономить как бы бюджет и токены, да, я постоянно говорю: вот это не надо, это не надо. Я его в основном ограничиваю, а наоборот не направляю. Хочу показать вам, почему я именно этот тул выбрал. А, Сразу скажу, я пользуюсь двумя тулами. Я пользуюсь Copilot от GitHub и вот этим тулом, про который буду рассказывать сейчас, Replit. Copilot, он очень подходит, если вы именно с кодом работаете. Например, когда я с аналитикой работаю в Python, там действительно у меня уже есть репозиторий, я прямо внутри среды разработки или в Jupyter ноутбуке работаю с Copilot. Это отдельный мир, совершенно другие подходы, другие результаты. Если мне нужен более-менее готовый продукт с фронтендом и бэкэндом, я 100% пойду в Replit. Вот почему. Некоторое время назад, я не знаю, может, с тех пор чуть-чуть тулы уже там где-то улучшились, но мы делали такое сравнение текущего, скажем так, ландскейпа тулов, и мы ориентировались вот именно на задачу: я хочу готовый результат, причем желательно я хочу сразу же типа взять ссылку и кинуть его другу, и чтобы оно работало. Вот, например, этот АБ-калькулятор, да, я реплиту сказал, типа, хочу вот это, немножко подоводил, после этого я нажал там одну кнопочку deploy, я не думаю, нигде это будет крутиться, никакие сервера мне не нужны, я сказал deploy.
Он его выкатил, я смог это кинуть друзьям, они мне накидали фидбэка, я еще немножко доработал, купил домен, привязал домен, все, вот у меня на моем отдельном домене висит этот АБ-калькулятор, я не знаю, где он крутится, я плачу какие-то не очень большие деньги за то, чтобы он крутился, и так со многими тулами происходит, невероятно удобно. Реплет, вот по крайней мере, на там, пару месяцев назад точно, я думаю, что и сейчас, это самый такой полный конвейер от начала до конца всего. Есть, вот вы видите это название, есть много-много разных тулов. Некоторые тулы тоже сделаны для решения задач от начала до конца. Например, там Lovable кажется, Bolt. В общем, они почти то же самое делают. Но в чем корневое отличие Replit? В том, что Lovable, например, офигенный именно для бэкэнда. Если бы мне нужна была чисто, там, не знаю, страничка лендинговая, красивая, с формой регистрации, я, может, и в Lovable пошел. Фронтенд Lovable, честно говоря, лучше удается. Но если там что-то сложное происходит на бэкэнде, например, там, не знаю, нужно в Telegram отправить оповещение или что-нибудь в этом духе, вот тут, мне кажется, Реплиту нету равных, потому что он гораздо более сложные бэкэнды может делать и покрывает всю задачу от начала до конца. То есть он реально он делает полностью бэкэнд, как вам надо, интегрируется с Телеграмом. В одном из проектов он интегрировался со Stripe, взял у меня только API-ключ и начал принимать оплату, как бы я деньги начал зарабатывать с этого проекта. А, И мне не потребовалось для этого буквально ничего дополнительного делать. А, В реплите вы можете, это небольшой такой уже кивок в сторону тех, кто любит сам поковыряться в коде, да, какие-то скиллы имеет. Еще большим плюсом реплита является то, что если Lovable, например, и Bolt, у них есть какие-то фреймворки, с которыми они умеют работать, и они на самом деле их и используют. Я вот, например, люблю Django, если касается бэкэнда, я его хорошо понимаю, и я знаю, что если мне уж понадобится лезть руками, лучше бы бэкэнд был на Django. Replit поддерживает все основные фреймворки, что Java, что JavaScript, в смысле для фронта, что для бэкэнда, все питоновские, Flask, FastAPI, все что угодно. И вы можете ему сказать, вот сделай бэкэнд на этом, фронтенд на этом, и дальше вам будет сильно проще в них вносить изменения, вы можете быстро там проанализировать, что на самом деле там происходит, да, и более вдумчиво уже проект свой дальше развивать. Вот этим он мне очень сильно нравится. Вторым большим преимуществом Replit является то, что очень многие интеграции, у меня где-то даже, сейчас я, может, найду, у меня был слайд, у него много готовых интеграций. Если вот еще там, не знаю, полгода назад я приходил в Replit и говорил, что я, например, Telegram-боты часто пишу. Я говорю, хочу с Telegram-ботом интегрироваться, чтобы у меня там что-то заработало. И я прям смотрел, как он такой, ставлю библиотеку для Телеграма, блин, что-то не завелось. Ставлю другую. А я сам знаю, я когда сам как бы писал ботов, я примерно через это же проходил, да, одна библиотека не завелась, вторая не завелась, и там третья. Сейчас очень для многих вот распространенных случаев, типа Телеграма, типа Страйпа, типа хотите LLM-ку вызвать, да, тоже очень типовой сценарий для какого-то сайт-проекта. У него эти интеграции уже есть готовые, прописанные, и он возьмет их гарантированно работающими. Он спросит у вас ключи, положит их в безопасное хранилище, но в целом вот эти интеграции начали работать вообще как волшебство, потому что они там, условно, как в App Store. Выбираешь нужную и пользуешься. И у тебя все заводится с первого раза. Еще из плюсов реплита, ну я уже проговорил, что вот как бы деплой, как бы инструменты выкатки на продакшн, они там вот, на мой взгляд, самые лучшие из всех тулов, да, то есть он прекрасно, даже если проект там повышается, вам нужно указать, сколько там вы хотите ресурсов ему выделить, да, какой-то лимит поставить, но в целом вот начал проект набирать популярность, отлично, просто увеличили немножко лимиты, и просто платите немножко больше, ни про что такое думать не нужно. Если это свести вот к тому, про что Глеб рассказывал, то, наверное, самый большой плюс в том, что у реплита вот как бы внутри зашито очень много рецептов и сценариев. Да, если в других тулах вам нужно там, условно, вот что скажете, он то и сделает. Реплит, например, вот у нас, к сожалению, такой временной слот, что мы не можем там типа проект забилдить вместе, но вот вы будете первый проект делать, обратите внимание, что как бы вы ему сказали просто сделай мне тудушку, а он такой, окей, сделал тудушку, а потом такой, не провести ли мне тесты?
И вы прям видите, там есть такой маленький экранчик, где вы видите, я такой, я покликал, я задачку перетащил, я задачки там, не знаю, пометил пометил сделанный. Он, как бы в нем зашито очень много рецептов, которые постоянно совершенствуются и которые на самом деле, ну, на мой взгляд, очень хорошо сделаны. Да, то есть, если вы сами, наверное, не подумаете, ой, а какими тестами надо покрыть мой проект, наверное, нужны тесты на бэкэнд, тесты на фронтенд, да, там вот все это идет из коробки, и ты только смотришь и думаешь, господи, ну вот experience, знаете, как если вы с хорошей фриланс-командой работаете. Вот вы к ней пришли, такие, мне нужно то-то. Они такие, ну, тебе, наверное, еще тесты нужны, еще неплохо бы задеплоить, после того, как задеплоили, неплохо бы проверить, что и там работает. Вот он все это как бы, у него это где-то зашито, и он эти рецепты из кармана достает и начинает, и вам только успевает отчитываться. Причем вот он как бы очень прикольно пишет, типа, а сейчас я тестирую, ой, у меня тест не прошел, перепишу-ка я это место. Окей, снова запускаем. Теперь тест прошел. Пошли дальше. Вы прям понимаете, что происходит, да, опять же, как хорошая команда разработки, она вам дает обратную связь. Вы иногда видите, блин, ты что-то не туда пошел, брат, как бы нажимаете кнопочку стоп агента, дописываете промпт и снова запускаете. И он там перестает делать ту функциональность, которую вы сразу понимаете, что не нужна, и начинает э, делать именно то, что вам нужно. Давайте я вам еще один хочу проект показать. Вот я буквально недавно мне пришла в голову идея, что для наших образовательных курсов нужен симулятор приоритизации, где, значит, можно будет таски какие-то заранее заданные подвигать, и, ну, получить фидбэк, да, ну, тренажер по приоритизации с каким-то фидбэком. И вот буквально так, да, буквально с одного промпта я получил готовый клон Jira. Опять же, тут, наверное, еще вот это симулятор, где студенты могут собирать спринт и потом получать фидбэк на тему того, хорошо они его собрали или плохо, или там вот они, например, накидают туда тасков больше, чем capacity. Даже на самом деле, если они накидают там чуть меньше capacity, а потом выяснится, что, ой, это одна-то таска расползлась, и поэтому на самом деле мы не успели важную таску, про которую ты думал, что успеешь. Ну, в общем, готовый какой-то препарат. Я просто сказал, что я хочу клон Jira, а потом только успевал вот обрубать. Это не надо, это не надо, это не надо. Нужно буквально там типа заголовки тасков, вот мне нужны старипоинты, мне нужны какие-то категории, и потом описываю, там, по какой логике это все надо обрабатывать и давать фидбэк. Невероятно мощная тула. Давайте я теперь примерно понятно, сейчас остановлюсь на секунду на вопросы, примерно понятно вот как бы мощь тулов и как их можно использовать. Сейчас Подтверждаю. я тогда зайду немножко с более общей позиции, расскажу, для чего я считаю это продукту надо, потому что use case, на самом деле, мне кажется, у продукта у любого два больших use case. Так, я еще скину ссылочку, значит, вот, я очень вам советую, просто, условно, возьмите, попробуйте, и, ну, скорее всего, вот с первого же экспириенса вам придется заплатить, да, на бесплатном тарифе вы не увидите мощи инструмента, но заплатить придется не очень много. В общем, только проблемы с тем, какие именно методы оплаты принимаются, бывают. В целом никаких проблем нет с тем, чтобы начать. Вот попробуйте на любом проекте, пока вы вот хотя бы 20-30 минут с ними поиграетесь, вы, наверное, вот не почувствуете в кончиках пальцев, что с этой штукой можно делать. Минутка рекомендаций. Мой коллега, который на самом деле не продукт, а разработчик, который стал продуктом, если вот вы чувствуете, что вам нужен гайданс, как бы какой-то вот пошаговая инструкция, да, мой коллега, который разработчик, сделал такой вот хороший кейсовый курс, где можно посмотреть, и там вас придут за ручку. Так, давай сделаем, прототипируем одну фичу, давай сделаем вот такой небольшой проектик. Я скину на него ссылочку, можете посмотреть. Это мой коллега тоже из Букинга. На мой взгляд, прекрасный курс. Собственно, я в первый раз, вот у меня этот mind-blowing первый experience был от этого курса, как раз я его начал проходить.
И, ну, в середине курса, точнее, даже в первой трети, меня унесло. Я когда попробовал первое упражнение, понял, как это работает, понял, как примерно промпты строить, я пошел уже делать что-то свое и дальше учился уже, честно говоря, скорее сам. Но вот всем нужно разное количество вот этого как бы начального импульса, чтобы что-то начать делать. Давайте я расскажу, почему я думаю, что это на самом деле для продукта сейчас очень полезный навык. А а слайды мои почему-то не показываются. Вот. Окей. Смотрите, почему продуктам это очень важно. И у меня, к сожалению, глубокий бэкэнд продукт, где много чего не на вайп-кодишь. Я в основном использую его на работе только для аналитики, чтобы он помогал мне писать всякие Data Exploratory, ноутбуки и так далее. Но как я вижу, что продукты их успешно применяют? Во-первых, прототипирование отдельной фичи. Если вы раньше обычно в команду уходили с описанием, я хочу, чтобы здесь был такой дополнительный фильтр, или там, не знаю, вот сюда выведем там еще какой-нибудь блок. Сейчас тоже очень советую, возьмите любую страницу, прям ссылку на нее, дайте реплиту, скажи, окей, склонируй вот это, он вам ее отлично склонирует. А потом начните играться и скажите, окей, добавь сюда такой блочок. В команде пойдете уже с прототипом, который можно даже там чуть-чуть пощелкать, но то, что вы обычно объясняете там типа 3-4 минуты словами, вы просто покажете. Причем вы сначала сами с собой поиграетесь как бы и поймете, как вы хотите, чтобы это выглядело, а потом вы принесете и скажете, вот так может быть. И уже на прототипе гораздо эффективнее с командой проведете беседу про то, что на самом деле надо построить. Если вы продукт как бы в стартапе или хотите показать какой-то MVP, там, не знаю, вот давайте используем LLM для этого анализа. Вы можете построить отдельный какой-то свой для себя тул или даже прототип продукта пользовательского, если вы там запускаете новое направление. Вот это, наверное, работает еще лучше. То есть вы реально придете к команде и скажете, смотрите, вот у меня уже есть штука, она стучится в такой-то API, отправляет туда, получает ответ, обрабатывает, и вот смотрите результат. Да, у вас будет полный прототип чего-то. Естественно, он будет не, наверное, production ready, если вы работаете в более-менее большой компании. Но, опять же, это настолько другой уровень разговора с командой, по сравнению с просто описанием, типа, я бы хотел вот такое, что, скорее всего, это будет и убедительнее, и поможет вам донести, чего вы именно хотите без невзаимопонимания. Ну и последнее, вот чем это реально полезно, тем, что вы, когда во всем этом тыкаетесь, вы мягко погружаетесь в понимание всего теха, а это любому продукту очень сильно полезно. То есть вы, когда с этим разбираетесь, вы понимаете, что бэкэнд, какая именно интеграция происходит, как она вызывается, где задержка. То есть вот все эти штуки вы будете их интуитивно понимать, но не со стороны вот его давайте изучим основы, давайте там микросервисы, все такое. Нет, вы просто вот поймете, где я утыкаюсь? Агент мне объяснил, я утыкаюсь вот здесь. И вы знаете, что окей, узкое место у меня вот здесь интеграция. Все, оставлю чуть-чуть времени на вопросы, если есть. Есть парочка. Там ребята спрашивали про табличку, которую ты показывал по сравнению сервисов. Э, Мгм. Насколько она актуальна и чем составлял? Я в какой-то момент прям прошелся по всем, вот попробовал все, вот, собственно, со своим коллегой-разработчиком и сравнил, и мы, когда выбирали, что надо продуктам доносить, в тот момент прям было заметно, что реплит всех делает. Вот про Copilot читаю, что он вроде уже умеет. Я, наверное, не очень понимаю, я Copilot интегрирую в свою среду, но у вас в среде нет кнопки deploy. В этом большая проблема. То есть, наверное, можно еще что-то добавить, и потом вы сможете как бы это деплоить. Но в реплите эта кнопка, она прям сверху на твоем проекте висит. То есть один клик, и все, ты делишься с миром своим проектом. Да, У вот меня через такой GitHub Action, вопрос. но обратите внимание, Мгм. вам надо подумать, окей, какие actions надо настроить, это дополнительный процесс. Все-таки то, что в Копилоте, это как вот в Google документе, да, share, и кидаешь ссылку, это для меня как бы киллер фича. Андрей, вопрос. Встречал ли ты таких продуктов, которых ты описал, вот которые прямо по такому пути уже идут и на 100% используют тулы, которые позволяют прототипировать и продукты, и фичи, и с командой общаться на другом уровне? Не как в Я классическом, заточен. да, понимании, Мгм. да, то есть... Мгм.
Я уже точно видел несколько фичей, которые презентовали с помощью вот типа, ну вот, прототип был вот совсем реальный, более того, можно было потыкать. И считаю, что этот опыт прям успешный. Я консультировал довольно большой банк, и там ребята, вместо того, чтобы объяснять команде, вот, естественно, они не могли ничего в банке закодить AI, но они приходили с очень продуманным прототипом. Вот мы будем продавать страховки, вот как будет выглядеть страница. На мой взгляд, это было офигенно. И очень много вижу тулов внутренних написанных, то есть вот, например, там у меня есть какие-то сервисы автоматизации, например, для конфигураторов, да, обычно тебе бэкэндер дает XML-ку, вот типа заполняй, редактируй, если хочешь что-то переконфигурировать. Да, и UI к ней пишется за секунды, и ваша работа становится и приятнее, и эффективнее. Супер, супер. Ребята спрашивают ссылку на калькулятор, чтобы поюзать. Да, простите, Видишь? да, на калькулятор забыл ссылку. Сейчас дам. Да, калькулятором, пожалуйста, пользуйтесь. И если что, моя основная специализация это как раз АБ-тесты. Если будет интересно, приходите поговорить про то, как повысить культуру АБ-тестирования в командах или просто за личным советом. Я есть на GetMentor. Супер. Обратите Андрей, внимание, вот мгм. последнее, что скажу, вот в этой ссылке зашиты все параметры. Вы когда АБ-тест настроите, вы можете тут же скопировать ссылку, кому-то скинуть, и он увидит именно те настройки, которые у вас есть. Вот, например, тоже фича, которая мне была очень нужна, реплит ее за секунду мне реализовал. Огонь. Отлично, отлично. Андрей, спасибо за выступление, оно очень вдохновляющее. Вот. Мы еще больше полюбили Реплит за сегодня, мне кажется, потому что ты не первый, кто нам про этот тур рассказывает. Вот. И поэтому, да, стоит точно идти пробовать, мне кажется, это самое ключевое. И прям калькулятор АБ-тестов, который тебе нужен и который тебе помогает в работе за 20 минут, и потом, чтобы он еще был и полезен сообществу, это вообще огонь, огонь. Что, спасибо.